Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я вам расскажу, как изготовить такую блузу, как вы видите на мне. На моем мастер-классе будет работа с выкройкой, раскрой, и мы заберем то, что мы раскроим, на примерку. Я одену на себя, и вы посмотрите, что у нас получится. Это одна из моих любимых блуз. Это вот тот случай, когда я захотела себе повторить подобную блузу. Почему? Потому что, во-первых, ткань, которая вот использована была на этой блузе, она немного не оправдала мои ожидания. Это сетка, появились зацепки буквально сразу. Ну и блуза немножко стала мала, или я выросла. Как бы жизнь внесла свои коррективы. Но блузочка мне и форма очень нравится, поэтому я приобрела отрез ткани, и мне захотелось блузу повторить для себя любимой. Немножко в другом цвете, но вот в таком фасоне, потому что в этом фасоне есть своя прелесть. Красивый у нас такой вот вырез, как спереди, так и сзади. Очень здесь все удобно, как бы проверено временем. И этот фасон, он настолько прост в исполнении и в изготовлении. Вы сейчас сами в этом убедитесь. В нем есть своя фишка, но в то же время вы поймете, что здесь рукава, наши рукава, перед и спинка — это одинаковая форма выкройки. То есть вы сейчас на выкройке посмотрите на нюансы, на особенности кроя нашей блузы. Ну что, приступим. Вот вы видите, сейчас я разложила ткань. Это 1,5 метра трикотаж. Я приобрела, наша кофточка будет из нее кроиться, из этой ткани. В чем идея этой блузы? Что мы видим? Мы видим выкройка переда и спинки. Это две абсолютно одинаковых, перед одинаковый со спинкой. Но это еще не все. Если мы приложим перед наш и спинку к рукаву, то мы видим, что форма тоже одинаковая, но может варьироваться длина. Длина рукава может быть такая же, как рукав 3/4. Тогда у нас вообще будет 4 одинаковых детали. Вот я вам сейчас продемонстрирую. Перед рукавчик мы сгибаем. Вот он. И абсолютно ровный прямоугольник. Это две детали у вас будет. Это деталь, которая соединяет наш перед и наши рукава и создает горловину по переду и по спинке. Вот наш крой. Перед, наш соединительный элемент и рукавчик. Вот это вот такой крой. Это я придумала его и решила с вами. Он очень простой, он очень экономный при раскладе на ткани и в то же время удобный в носке. А вот я беру наш перед и показываю, прикладываю его к себе. Вот он. Даже я к выкройке немножко поддобавила длины. Здесь длина может измениться и превратиться в платье. То есть это все от вашего желания. Просто я вам показываю то, от чего мы отталкиваемся. Вот наш перед. Я сгибаю вот мой рукавчик. Вот он. И вот этот вот соединительный элемент
Вот он. Он выходит на горловинку и соединяет наш рукавчик, перед и спинку. Вот такой простой крой. То есть абсолютно 4 одинаковых детали. 2 рукава. Вот я совмещаю с передом. И вот вы видите перед, спинка и 2 вот таких вот вставочки. Переход с переда на рукав. Ну и соответственно со спинки на рукав. Здесь обязательно нужно предусмотреть обработку нашей горловины. Для этого я даю по 5 сантиметров, так чтобы у нас горловинка наша загибалась. Главное, чтобы для этого фасона, для этой модели вы подбирали эластичные, мягкие трикотажные ткани, так чтобы они хорошо выкладывались, не было грубости, натянулась, приобрела форму вашей фигуры. У меня есть 1,5 метра ткани. Сейчас мы разложим наши детали. Ткань я разложила в один слой, и вы увидите, что наш крой, наши детали очень компактно размещаются на ткани. Вот здесь я к кромке пододвигаю наши прямоугольники. Длина моего прямоугольника 56 сантиметров, а ширина 19 сантиметров. С припусками 21 сантиметр. А с припусками, с подворотами, с подгибкой я даю по 5 сантиметров на обработку горловины. Значит, соответственно, наша длина вместе с припусками 66 сантиметров. Так, я записываю. Припуски по 5 сантиметров, 56 сантиметров длина и 5 сантиметров наши припуски. И это линия сгиба, это бок. Теперь ширина нашего прямоугольника 21 сантиметр по 1 сантиметру припуски. Так, а в готовом виде 19 сантиметров. Так, это прямоугольник лекала. Теперь ширина переда вместе с припусками 42 сантиметра. 2 сантиметра. Также такая же ширина и нашего рукава. Теперь длина по боку вместе с припуском 36 сантиметров. 36 сантиметров. И подворот низа 5 сантиметров, соответственно 31 сантиметр. Это общая длина вместе с припуском. Так, теперь длина нашей, можно сказать, проймы 28 сантиметров. Вот это в половине 56 мы делим на 2
И у нас получается 28 сантиметров. Вот я даже здесь изображу этот размер 28 сантиметров. Ну и соответственно здесь 28 сантиметров. Я тут не даю шва. Здесь у меня сгиб. Хотя в принципе он здесь может быть. Так, обязательно нужно предусмотреть в верхней части подворот, обработка нашего уголочка, как на рукавах, так и на горловинке, по переду и по спинке. Это наш отворотик или подворотик. Мы его соединим с горловинкой. И вот наш припуск вот с двух сторон, я даже сейчас разрежу, чтобы вам было понятно. Вот так. Вот. Эти припуски, они войдут, соединятся с нашей вставочкой прямоугольной, заработаются. И вот здесь у вас будет очень аккуратный угол. Здесь не нужно делать. Это вот 4 угла. Угол по переду, по спинке и на плечах. Здесь не нужно делать ни рассечек, ничего. Эти припуски, они входят в наши боковые вставки. Вот в этот подворотик, он вот так вот обворачивает наш перед. Вот, нигде ничего не ломается, все ровно, аккуратно выкладывается. Вот наша горловинка. Или же плечика. То есть это 4 одинаковых уголка. 2 уголка вам нужно будет обработать на плечах и 2 уголка по переду и по спинке. Для этого вот нужно сразу предусмотреть этот подворот, потому что если его не будет, естественно, это место, оно не будет обработано. Это просто как одна точка, которая посыпется и будет некачественно. Поэтому нам надо на всех наших 4 деталях предусмотреть подворот. Вот, я вас познакомила с моей выкройкой, с моими деталями. Вы поняли, вот в этом фишка и тонкость, что у нас 4 абсолютно одинаковые, в зависимости, тут регулируется длина только, перед, спинка и 2 рукава. И 2 прямоугольника. Вот они. Это на один рукав и точно такой прямоугольник на другой рукав. Ну что, я раскладываю и будем кроить. Вот я прикладываю к нашей кромочке, кромочку по краю стола выкладываю. Так. Теперь сюда же в один слой ткани я раскладываю наши рукава. Вот они. Обязательно вот с нашей подгибочкой. Вот я положила к самой кромке нашу вставочку прямоугольную, которая находится между рукавчиком и передом. И намечаю мелом. Я намечаю по лицу, потому что чтобы видно было линии
мела. Потому что у нас изнанка, она практически белая, и нам будет плохо видно наши линии. Припуски у меня заложены в моих лекалах. Так, вот я наметила. Сразу буду отрезать. Так. Вот. Вот я отрезаю наш прямоугольник. Так, и отрезаю, подравниваю край и снимаю нашу кромочку. Уже предвкушаю, какая чудесная будет кофточка. Так, я прикладываю нашу деталь, так как их должно быть две. Вот я приложила. И я сразу покрою. Я вырезаю вторую деталь. Это уже с припусками на швы и с подворотами по горловинке. Так. Мы вырезали. Так, это мои вставочки. Теперь рукава. Рукава я могу перегнуть и покроить сразу два вместе рукавчика. Так, вот я подровняла, разложила и наш рукавчик. Мне важно, чтобы у меня поместился вот этот вот наш подворотик. Длина рукава у нас здесь длинная, поэтому важно вот эта деталь. Сейчас я ее аккуратно вырезаю. Так. Даже я вот так вот вырежу. Вот так вырежу. У меня здесь получится выпады. Может быть, в дальнейшем куда-то мне они пригодятся. Все. Вот таким образом. Значит, соответственно, рукав у меня будет на сантиметрик короче. Ну, я всегда люблю на трикотаже делать широкие
подвороты под распашивалку, под оверлок. Так, вот я вырезаю. Это наши будущие рукава. Вот мы аккуратненько вот так вот срезаем. Так. Все аккуратно мы покроили. И разрезаю вот эту вот, этот наш сгиб. Вот. Мы разрезали. Так, теперь наш сгиб. Я его сразу заворачиваю. Вот так. Вот он. Это сюда, просто чтобы он не трепался. Это мои рукавчики. Теперь осталось покроить перед и спинку. И мы смотрим, что у меня осталось. У меня осталось. Так. Приличный кусочек ткани. Вот я сейчас беру наш перед и вот здесь получается спинка в одну длину, и остается приличный кусочек еще ткани, который это с 1,5 метра. То есть я могу себе спокойно пошить нижнюю часть или же юбку, или даже могу вот эту всю длину покроить платье. Но пока мы занимаемся нашей кофточкой. Просто я вот показываю 1,5 метра ткани. Настолько экономно все раскладывается. Вот я сгибаю сейчас наш кусочек. Так. Но ткань, вы видите, она у меня очень эластичный, мягкий трикотажик. Ну вот, мы размещаемся чудесно. Вот наш припуск, кромка с другой стороны. Вот я ее убрала. Этот кусок можно сделать какой-то хомут, который, учитывая, что верх горловины это углубленный мыс как по переду, так и по спинке. Поэтому можно сделать вот из оставшегося какой-то такой объемный отдельный хомут, стойку, который будет лежать на шее при необходимости использоваться. Можно сделать низ, юбку, можно сделать платье. То есть у нас приличный остался выпад. Сейчас я вам скажу, какой длины. Ну, если общая длина 1,5 метра, длина нашей кофточки 56, то у нас остается 90 сантиметров ткани. Почти метра. Ну, замечательно. Так, ну что, я выкраиваю.
это наши боковые швы. Но если у вас в процессе примерки возникнет, или в принципе, зная свою фигуру, там у вас большой перепад между бедрами и талией, то можно эту линию выводить уже учитывая особенности вашей фигуры. Соответственно, рукав может быть зауженный или расширенный. Но вот я делюсь с вами своей идеей. То есть такая, какая она была, вот какая она придумалась, первозданная. А уже как бы жизнь может вносить свои коррективы, как вы захотите, так вы уже можете ее перефразировать. Так, ну что, вот оставшийся кусочек ткани, вот он. Я его пока складываю, то есть я не знаю, что мне захочется еще куда его использовать, но явно куда-то захочется. Так. Теперь я хотела бы сейчас на столе показать вам, как у нас это все будет складываться. Наши припуски подворачиваю, вот. Так, теперь боковые вставочки. Вот они. Так, вот эта часть нужно будет первым делом стачать наши боковые швы. Потом притачать вот эти вот детали. И наши рукавчики. Вот наш рукавчик. Мы его тоже первым делом вот стачиваем. Это внутренний шов нашего рукава. Вот он. Так, здесь я перегибаю. И вот эта деталь, она зарабатывает. Вот наш рукавчик один. Так. И вот наш рукавчик второй. Здесь наши длинные рукава достаточно будут, но мне кажется, что это будет очень классно. Так, вот это горловина, подворотик. Ну, тут, девочки, если кому-то нужно будет выкружить линию бока, сделать себе тонкую талию или наоборот чуть-чуть добавить по бедрам, пожалуйста, все в ваших руках. Вот это как основа, но лично для меня, на мой 54 размер, вот эти вот все мерочки, вот это все отлично легло, подходит. Хотя в этой ткани я еще себе не шила. Я тоже буду смотреть на примерки, где мне захочется что-то и как-то подкорректировать. Так, вот я еще к себе прикладываю. Вот от плечика это мой рукавчик. Вы видите, какой он чудесный, свободный. То есть кто-то любит заужать, пожалуйста, заужать. Мне хочется вот такой. Вот эта часть. Вот она.
Вот она, вот здесь у меня проходит. Вот так. Вот. Вот образовывая такую красивую линию горловины. Ну, вот такая кофточка. Сейчас я все это соберу на машинке, сметаю, одену на себя, и мы все с вами посмотрим. Мою первую примерку. Я расположилась возле своей любимой машинки и приступаю к сметке. Сметываю сантиметровые припуски, оставляю. В дальнейшем я буду обрабатывать швы оверлоком. Но сейчас я прямо строчкой на стежок шириной 5 миллиметров собираю для примерки. Ну и дополнительно еще и подрастягиваю ткань, чтобы строчки мне не стягивали изделия во время примерки. Сейчас вы видите, я шью на бытовой машинке. Она нежная, деликатная. Она, естественно, не такая скоростная. Я сшила наш перед и спинку по бокам, по боковым швам. Сметала. Вот. Вы видите, это низ изделия, это наш верх. Вот мой верх, вот с нашим подворотиком. Вот здесь он будет. Так, теперь я сшиваю наши рукава. Сворачиваю и сшиваю. Совмещаю края, ткань прекрасно соединяется друг с другом, она не скользит, не смещается. То есть чудесный трикотаж, мягенький, приятный, настолько приятный. Я предвкушаю, как мне приятно будет в нем ходить. В этой блузочке чудесной. Гольфиком его точно не назовешь. Рукавчик шила один и второй. В данном случае у нас трикотаж, и я себе позволяю собирать это на машинке примерку. Но если, допустим, мы имеем дело с натуральным шелком или с какими-то эксклюзивными тканями, то тогда мы стараемся все собирать вручную, чтобы, не дай бог, не остались дырки от строчки на ткани, следы. Поэтому сейчас я понимаю, что как бы мне я это без проблем все аккуратненько соберу. Так, вот, мы собрали наши детали. Я их выворачиваю. Закрепляю наш центр. Вот он. Вот таким образом. Теперь
я позакрепляю все наши уголочки. Вот они. Четко. Так, это рукава. Теперь я приступаю к нашим соединительным прямоугольничкам, которые будут соединять наши рукавчики и перед со спинкой. Такие как элемент проймы. Вот я беру этот прямоугольник. Мне его нужно сложить. И вот место сгиба я соединяю с боковым швом нашей конструкции. Вот я его соединяю, естественно, лицо к лицу и закалываю. Так, я закалываю. Теперь я выхожу на нашу серединку уголка. То есть я вот так вот ткань раскладываю, чтобы у меня все ровненько лежало, без посадочки. И вот так вот я вот соединяю. Вот это вот моя серединка. И я вот здесь соединяю наш припуск. Причем я сейчас перегибаю вот наш подворот, соединяю низ нашего подворотика. И вот отсюда мне сейчас нужно будет сделать строчку. Машинка настолько нежная и медленно набирает обороты. Как игрушечка, как игрушечная. Так, ну что мы делаем? Вот у меня получился мой уголочек на сметочке. Так, разворачиваем нашу форму. Так, вот наш уголок опять же. Я его выкладываю и сразу делаю подворот. Вот таким образом. Можно предварительно это место прометать. Ну, мы попробуем по ускоренной программе. Так. Потом эти все припуски мы поубираем аккуратненько. Так, вот мой уголочек, он получился. Значит, я притачала
вот угол. Вот это вот моя как мой подворотик. Вот часть вот здесь моей горловинки. Дальше притачиваем вторую полосочку. Где моя вторая полосочка? Вот она. Также намечаю серединку и совмещаю ее с нашим боком. Так. Вот сейчас вот наш угол. Теперь мы должны четко прийти вот опять же вот в эту точку, развернуться и состыковаться с краем. Так, вот на трикотаже это все можно очень хорошо выложить. Все здесь мягенькое. Я чувствую вот где наша точка. Вот я ее вот здесь вот заколю булавочкой. Так, здесь я давала чуть больше припуски для удобства кроя, потому что, ну, чтобы у нас хорошо вот этот вот уголочек не высыпался, хорошо обработался. Вот я даже еще вот так вот иголочку вколола. И теперь мне остается аккуратненько это все прострочить. Вот я максимально сюда пододвигаюсь. Так. Сейчас мы посмотрим, какой у нас будет уголочек чудесный. Так. Я дошла до бокового шва, достаю булавочку и разворачиваю, поднимаю лапку, разворачиваю нашу форму. Вот мы развернули и начинаю строчить. Так, но мне нужно совместить наш уголочек. Вот этот наш уголочек. Мне не терпится посмотреть, а что же у нас получилось. Здесь можно будет аккуратненько вообще все это свести в одну точку. Лишние убрать припуски. И я без проблем выработаю вот эту вот отделку нашего уголка. То есть мы уже после примерки будем более серьезно обработаем края верлаком и все это лишнее все срежем, зафиксирую вот этот вот нашу горловину, проложу клеевую, просто чтобы оно у меня не растягивалось. Как бы я сейчас вот на примерке уже окончательно посмотрю, как мне лучше, технологичнее это все обрабатывать. Так. Выхожу на второй уголочек. Также вот здесь я смотрю, чтобы у меня наши потом подворотики тоже выстроились в одну длину и в одну линию. Я обработала наши два уголочка перед и спинку. Вот он, вот один уголочек и вот
второй. Вот наши уголочки. Ну, это все на сметке. В дальнейшем, естественно, будет более скрупулезный подход к этим вещам, потому что это как раз углы, они должны быть качественные и красивые. Это единственные узлы, с которыми нужно потрудиться. Все остальное элементарно просто. Так, теперь я делаю рукава наши. Они у меня предварительно были сшиты. Так. Я их предварительно сшила. Вы видели этот процесс. Также боковой шов у нас. Достаю булавочку и разворачивается линия наша и фиксирую. Можно для удобства вначале застрочить вот так вот, чтобы у вас не было здесь никаких изломов. Вот прийти в эту нашу точку нашего уголочка. Вот я пришла, а теперь уже видя эту точку, теперь я уже ее обворачиваю нашей обтачкой, вот, и выкладываю, и уже отсюда я фиксирую, потому что тут уже невозможно ошибиться, потому что у нас есть линия, и мы по этой линии попадаем и строчим. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Вот мы с вами выворачиваем наш уголочек. Он безукоризненный. Вот все четко. Видите, это мое плечико. Вот рукавчик вшился. Вот у нас сразу с цельнокроенным подворотом. Все аккуратно. Вот я сейчас. Вот он, мой рукав. Вот видите, какой прекрасный, свободный, чудесный получился рукав, расширенный. Сейчас я точно так же вошью второй рукав и прихвачу, подверну низ рукава и низ изделия, и мы будем примеряться. Ну что, вот облачилась в свою блузу и очень довольна. Настолько все просто чудесно получилось, настолько приятная ткань, так красиво все разложилось. Вот у меня чудесный такой длинный свободный рукав, большой подворот. Мы можем заколоть, вот чтобы было поаккуратнее это все. Рукава получились очень красивые,
То есть все легло на удивление. Настолько вот здесь горловина прекрасно выложилась. Эти линии, они прямо природные. Вот все, ну ничего лишнего, все замечательно, все прекрасно лежит. Здесь наш вот этот вот подворот, который мы оставляли, здесь уголочки, все заделано. Это только вот все собрано на сметку. Вот мои рукава. Опять же, если кто-то захочет, можно чуть-чуть его сделать аккуратнее. Хотя я вот именно хочу такой рукав. Можно даже собрать вот здесь вот это все на кулису, выпустить какие-то шнурки, то есть внести дополнительные детальки. Вот у нас прекрасный подворот внизу, просто прямо таким манжетом пройдет широким. Как бы кофточка прорисовалась, мы ее увидели. Она, ну вот ничего лишнего. Здесь может быть поясочек аккуратный, золотистая цепочка. Вот мой будущий низ. Я планирую с этой кофтой. То ли у меня будут брюки, но скорее всего это будет юбка. То есть мне хотелось бы тут тоже что-то такое интересное, длинное сделать. Вы спрашивали, как удобно ли на себе закалывать. В принципе, очень даже удобно. Только на себе, и можно ощутить ткань, прочувствовать ее. Она подсказывает, что бы она хотела, как она начинает оживать, разговаривать. Ну вот, к примеру, ткань в полоску — это всегда такой потенциал творчества. Я буквально на меточке вас заинтригую вот таким, буквально вот таким вот моим будущим вариантом интересной юбки. Вот здесь, а может быть и брюки. То есть вот что-то такое у меня вот здесь вот будет в перспективе. А может быть вообще нечто другое. Надеюсь, вам понравилось мое творчество. Но вы же хотите узнать, что у меня получится? Смотрите в следующих видео на канале Мода с Владанной. До новых встреч, дорогие друзья! Я вас люблю. Ставьте пальчик вверх. И подписывайтесь. Всего вам доброго. До новых встреч!